Тоже, друзья, всем привет. Надеюсь, меня хорошо слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если слышно, если музыка меня не перебивает. Только прям скажите, реально ли меня слышно, потому что в прошлый раз э, вы сказали, что все окей, Гео, тебя слышно, но потом я пересмотрел стрим, и по факту, я не знаю, вы там просто музыку слушали, и я где-то там на фоне был. Сейчас реально поставьте плюсик, если все окей, у всех в наушниках все нормально, и без наушников, и в телефоне, и на компьютере все хорошо, и меня слышно. Вроде плюсики есть, но я надеюсь, в этот раз все будет нормально. Что меня действительно будет слышно. Всем привет, ребят. Вижу ваши сообщения. Влад Чернецкий, привет. Руслан Долгов, Жибека Омарбай. Всем привет. Вижу плюсики. Спасибо большое. Сразу, ребят, поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы потом вы не отвлекались на все это дело. Я думаю, эту вкладочку можно закрывать. Тут нас уже 133 человека, а лайков пока еще очень мало. Перед тем, как я расскажу, в какой проект я планирую зайти и в какой проект я зайду, я хочу немножко затронуть тему вообще того, что сейчас творится на рынке и почему я принял решение заходить в долгосрочную игру и почему, я не знаю, там не захожу в какие-то фарм-проекты, сейчас меньше анализирую вакс и все такое. Немножко поговорим об этом. Значит, сейчас на Atomic Hub у нас не сезон, да, у нас, собственно, проблемы с качественными проектами, и все мы это заметили, все мы это видим, и не стоит пугаться. Друзья, в прошлом году было абсолютно все то же самое, и вообще вы знаете, что в сфере криптовалюты начало лета и само лето, оно, ну, скажем так, не очень хорошая для заработка, и все криптоны, они уезжают в отпуск, на море, отдыхают и особо криптой не занимаются. Так, может быть, в телефон там зайдут, посмотрят курс биткоина и все такое. Вот с NFT то же самое. Вы должны понять, что разработчики, они тоже люди, они тоже хотят отдыхать, у них есть семьи, они куда-то в отпуск летят. И сейчас поэтому у нас дефицит проектов, а особенно дефицит качественных проектов, в которые мы можем зайти и получить какую-то сверхприбыль, как мы это привыкли с вами делать. И к этому стоит относиться с пониманием, и не нужно заставлять себя и какие-то причины находить для того, чтобы заходить в посредственные проекты, потому что, скорее всего, вы просто в нем потеряете деньги, и это будет ни к чему. И старайтесь вообще избегать проблем, которые вы сами для себя создаете. Даже если вы заходите в какой-то проект, сделайте так, чтобы этот вход для вас был максимально простой, чтобы у вас было там, не знаю, два варианта выбора. Либо зайти, либо выйти. В общем, не нужно, чтобы у вас были там какие-то мега раздумья, суперсложные стратегии для того, чтобы вы заработали. Пытайтесь всегда делать все просто, чтобы вам потом не было проблем как-то забыть про этот проект или там вывести деньги. Все максимально просто делайте, и тогда у вас проблем этих не будет. Значит, кто подписан на мой телеграм-канал, вы знаете, я перед стримом несколько часов назад опубликовал то, что я продал NFT из проекта Medium Rare Potato, и я продал практически все NFT, я не знаю. Вот только Duck Confit у меня осталось. Давайте посмотрим. Может быть, нас кто-то перебил, и просто поэтому оно не продается. Да, так и есть. Значит, 558 мы ставим для того, чтобы все продать. В общем-то, я решил выйти из проекта. Ну, не впечатлил он меня. Вернее, сама идея хорошая, но мне кажется, разработчики ее немного не докрутили. И меня очень сильно пугает мелкий объем продаж самого токена. Он просто катастрофически мелкий. За 24 часа вот сейчас меньше $2000, да, ну, собственно, и сам токен упал. Если мы посмотрим, то с пика он там просто, ну, очень сильно улетел. Давайте глянем, сколько. Ну вот, я возьму вот этот фитиль, да, как пик. И он упал почти на 75%. Это очень много для проекта. И вы знаете, что очень редко, когда проекты могут выйти из такой задницы. И если они выходят, то для этого им нужно сделать кучу обновлений, кучу работы проделать. И, ну, очень мало проектов могут выйти из такой ситуации. Я думаю, что здесь для разработчиков это будет большой проблемой. Именно поэтому я решил из проекта сейчас выйти, но я, как часто вам говорю, это не значит, что я про него забыл. Это значит то, что сейчас я не вижу смысла в нем находиться и не считаю это выгодным. NFT падают, курс на токен тоже просаживается и находится в не очень хорошем состоянии, но если ситуация будет исправляться и за проектом там будет какой-то хайп, будет что-то новое, то это не означает, что все, я никогда в него больше не зайду. Если в нем будет что-то исправляться, то есть вероятность того, что я в
него вернусь, потому что я, возможно, увижу там какую-то перспективу для заработка. Сейчас я такой перспективы, к сожалению, не вижу. И, ну, в общем, об этом, я думаю, можно будет отдельно поговорить в моем телеграм-канале. Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что биржа Alcor немножко обновилась. Посмотрите, здесь, во-первых, теперь анимация. Вот когда мы открываем какой-то токен, такая анимация. У нас теперь справа здесь вот эта вот менюшка. Здесь они стакан сделали более удобным. В общем, на самом деле мне очень нравится. Возможно, даже сделаю видосик про обновление на Alcor, что здесь добавилось, что здесь поменялось. Если вам это будет все, конечно же, интересно. Что сейчас вообще я делаю и как я поступаю? Как я уже сказал, игр хороших нету на Ваксе. И в таких случаях, как и в прошлом году, я просто захожу в антикризисные игры. Под словом антикризисные игры я подразумеваю те проекты, которые, несмотря на то, в каком состоянии находится рынок криптовалют, они все равно показывают хороший результат и стабильность. Да, дохода в нем намного меньше в этих проектах. Дохода в них намного меньше, чем в тех же фармилах на Ваксе. Но когда выбора особо нету, я считаю это единственным решением для того, чтобы как-то себя развлечь и заработать какие-то деньги. Именно поэтому, как и в прошлом году, я решил зайти в такую антикризисную игру, которая будет всегда приносить доход, небольшой доход, и какое-то время нужно будет тратить, но тем не менее это NFT, это все остается в сфере, которой мы с вами интересуемся, и это интересно. И в основном это игры, связанные как-то с соревнованием, с турнирами. Из антикризисных проектов я сейчас могу вот просто так из головы вкинуть вам там. Это Splinterlands, это PvU, это, ну, по большей части все-таки Axie Infinity я сюда внесу, хотя там к нему есть вопросы по поводу антикризисности. God Uncharted и, конечно же, Era 7. И, собственно, давайте мы добьем 100 лайков, и я скажу, в какую игру я зайду, и мы, собственно, начнем в ней разбираться. А пока я поотвечаю на ваши вопросы, потому что вижу, вы их здесь задаете. Музыку погромче просят. Музыки не слышно. Окей, сейчас сделаем чуть погромче. Вот так вот, я надеюсь, слышно музыку и слышно меня. Чуть погромче сделаю. Если не слышно еще музыку, то скажите, пожалуйста, я чуть-чуть добавлю, чтобы я не говорил как в пустой комнате, чтобы на фоне что-то было. В степне все зависают, вот, и никого других. Да нет, на самом деле я бы не сказал, что в степин прям все побежали, хотя определенную часть аудитории степин точно забрал, и он... Сейчас уже, конечно, ну, поздновато туда заходить. Я уже много раз говорил, что сейчас очень много аналогов и клонов, которые более перспективно заходить. Там есть больше возможностей для заработка, они только зарождаются. А степын уже немножко перехайплен, и потихонечку, скорее всего, это все будет уходить на нет. Кстати, по поводу Let Me Speak еще расскажу. Я вам говорил, что я планирую зайти в эту игру, и я не зашел в нее, вернее, это не игра даже, это все-таки проект, я не зашел в нее только по одной причине, друзья, вот. Я бы сразу в тот же день зашел, если бы здесь было приложение на Android. У меня Android, кто не знает, и поэтому, ну, я не готов сидеть за компом и там учить английский язык. Мне нужно, чтобы это было мобильно, чтобы я там, не знаю, стоя в пробке в машине мог позаниматься этим, или там где-нибудь еще там лежа на диване, тогда да, это того стоит, и я бы сразу бы зашел, если бы там, допустим, на мой телефон было бы приложение. Как только оно выйдет, я, скорее всего, в него зайду и расскажу вам более подробно про этот проект, скажу свои впечатления и все остальное. Первый день был буст токенов, ибо их откупали для апгрейда. Сейчас объем такой, ибо люди тратят токены на апгрейд своих, не откупают с рынка, а так курс примерно на месте 3 дня уже. Да, я замечал, Панда, что курс особо не двигается, но тут дело в том, что мы по объему токенов и по объему NFT мы можем отслеживать интерес к проекту. Это, собственно, единственный показатель, который нам нужен для того, чтобы оценить перспективность той или иной игры. И если этого объема нету, а я напомню, игра находится там, не знаю, топ-15, топ-20, да, то есть тот же Sailor's World по объему опережает, хотя Sailor's World уже умирает потихонечку, можно даже сказать, наверное, умер, а тут новая игра, и она по объему
по объему продаж токенов не превышает объем продаж токенов игры, которая умирает. И это, конечно, печально. Это означает, что должного интереса разработчики, скорее всего, к себе не привлекли. Я говорил, что им немного не хватает маркетинга. Даже не немного, возможно, много не хватает маркетинга. Но, в общем, что-то они делают не так. И еще такой нюанс, раз уж мы заговорили про такую тему, я хочу вам сказать, что если игра там не показывает то, чего вы от нее ожидали, это не означает, что это скам. Давайте вернемся к классическому определению скама, да, это значит невыполнение обязанностей, которые вам обещали. То есть, если вам обещали там, что вы заработаете миллионы, а вам их не дали, то это скам, вас обманули. Если вам проект какой-то ничего не обещал, то это не значит, что он вас заскамил. И еще важно понимать то, что любой разработчик хочет, чтобы его игра была хорошей, популярной, приносила доход и так далее. Но вот если бы вы создавали игру, подумайте сами, вы бы хотели сделать какую-нибудь игру, которая никому не будет нравиться, никому не будет приносить доход, и все будут кричать, что это скам? Конечно же нет. И точно так же любой разработчик. Просто если у него что-то не получается, это не означает, что он хотел вас обмануть или хотел забрать ваши деньги. Это означает, что просто есть вероятность того, что тот план, который он хотел реализовать, у него не получится. Это как бизнес. Вы хотите открыть кафе, которое будет популярно в вашем городе, но это же не значит, что как только вы его откроете, сразу люди к вам ломанутся. У вас есть вероятность того, что вы прогорите, и у вас ничего не получится. Так и здесь с этими проектами, с этими играми нужно понимать то, что разработчики, особенно не очень опытные, у них есть право ошибиться, и они могут совершить эту ошибку просто потому, что им не повезет. Рассматривайте это как какой-то стартап, который просто, не нашел свою аудиторию. Вот и все. И не нужно там гнать на разработчиков, потому что очевидно, что они много тратят время на создание таких игр, и это все не так просто, как вам кажется. В Minds of the Warnia. Не думал зайти. Нет, я пропускаю Minds of the Warnia. Да не считаю, еще поздно, в сентябре будут крутые новости, тут про что-то пишут. Ребят, вот осень, начало осени и конец лета — это самые продуктивное время для того, чтобы заходить в какие-то NFT-проекты, и это уже, можно сказать, подтверждено. Так, читаю ваши вопросы. Еще что-то вам хотел сказать. Скажите, пожалуйста, очень нужно. Что-то тут Дмитрий пишет. Если я не могу зарегистрироваться на бирже Binance, то это не мешает же зарабатывать ваксы и потом их вывести? Нет, не мешает, потому что есть куча других, не куча, как минимум хобби еще работает для того, чтобы выводить ваксы и потом переводить их в стейблкоины и выводить себе на какие-то свои реквизиты. Да, может быть, уже игру скажешь. Да, действительно, ребят, давайте скажу игру. Все-таки вы угадали, большая часть аудитории, не большая, там кто-то писал, это Эра 7. Это Эра 7, потому что коллекционно-карточные игры как раз являются, можно сказать, антикризисными. В них очень сложно прогореть, потому что токен у них падает очень редко, а даже если он и сильно падает, вы практически всегда сможете за счет объема вашей игры заработать и отбить свои вложения. И если мы посмотрим токена R7, то он рос постоянно. То есть он все время растет. Давайте вот отфильтруем по максимальному времени, да. Мы видим, что все это время он продолжает расти. Да, у нас здесь были просадочки, были где-то боковики, но тем не менее он все время растет, и это впечатляет. За 30 дней он вырос на 108%. Поэтому игра интересная, я уже ее попробовал, и очень важно, что для меня важно в коллекционно-карточных играх, связанных с NFT, это то, что есть приложение на телефон. Это самое важное для меня, то, что я смогу сидеть на диване, опять же повторюсь, там еще где-то, играть в эту игру, и мне не нужно будет постоянно находиться у компьютера. Это очень важно понимать, и я уже, естественно, провел здесь какое-то определенное количество боев для того, чтобы понимать, что здесь происходит, и скажу так, что она меня реально затянула. Я не думал, что я буду в нее прям залипать, там, не знаю, сидеть играть, но вот я поиграл там 3-4 матча, и я сижу, смотрю сериал, у меня реально желание зайти и еще покатать немножко. Потом, я не знаю, я иду в ванну, я беру с собой в ванну телефон, я сижу и в ванне играю в эту игру, поэтому она реально затягивает. Это на самом деле очень важный такой
аспект, когда вам игра действительно нравится, вам хочется в нее все время возвращаться и все время играть. Потому что если у вас есть какая-то ненависть к игре, вы не хотите в ней разбираться, вы не хотите в нее играть, то, скорее всего, эта игра не для вас, вам лучше ее пропустить и забыть, потому что рано или поздно вы забьете, и просто те деньги, которые вы в нее вложили, не отобьете. Поэтому вам нужно всегда выбирать игру, которая вам нравится. И это не обязательно должна быть Эра 7. Правильно? Это может быть все, что угодно, любая другая игра, которая вас интересует. Я уже как бы сказал, какие варианты есть. И, собственно, я, скорее всего, в своем телеграм-канале проведу опрос. Я хочу, чтобы вы выбрали, какое видео будет следующее. У меня есть два варианта для вас. Первое — это топ NFT проектов для мобильных устройств. И второй вариант — это топ антикризисных игр, NFT, да, то есть те игры, которые независимо от рынка будут показывать какой-то результат. Естественно, не очень большой, но они будут его показывать, и заработать там можно будет. Почему изменилось мнение насчет Потата? Ну, перемотай стрим, я сказал, что объем продаж мне не впечатляет. То, что я не вижу, что игра развивается и показывает какой-то результат. И, естественно, хранить там какие-то активы сейчас, когда они падают, это просто, зачем это делать? Можно выйти, там, даже если они продолжат падать, откупишь их на низах. По факту ты просто сохранишь часть своих средств. Почему музыка сегодня такая громкая? Господи, да что? Это сарказм, я не знаю. Что по музыке, ребят, скажите, пожалуйста. Ревка есть твоя? Я не знаю, даже здесь есть ревка или нет. Если кто-то знает, скажите мне. Я добавлю ее в описание, будет ревкой. Может быть, там какие-то плюшки будут даваться. Но я здесь ревки не вижу. Не знаю, может быть, где-то она есть. Может быть, нужно что-то здесь купить. Я еще здесь ничего не покупал. Так. Ну вот здесь нужно заходить. Наверное, здесь должна быть где-то ревка, но зайдите без ревки. Если здесь прям какие-то крутые награды, то позже я скину ее в телегу или зайдите по чьей-нибудь другой ревке. Я думаю, это не принципиально, что здесь партнерс. Нет, это просто партнеры. Ну, в общем, я думаю, найдете, если захотите. Громче не надо. Все, окей, отлично. Карточки героев только дорожают. Да, ребят, сразу стоит сказать то, что... Где здесь Marketplace? Вот он, Marketplace. Сразу стоит сказать то, что, здесь как бы цены на карточки, они впечатляют. Вы можете наблюдать на своем экране их, да. Тут $500, $150. Это, естественно, не те карточки, которые вам нужно будет покупать постоянно. Это, скажем так, ваш герой, персонаж, которого вы купите, и под него уже будете собирать колоду. Ну и обычные здесь карточки тоже есть. Как бы здесь, куча всего. На самом деле игра достаточно многогранна. Давайте, кстати, посмотрим, сколько еще год стоит. Год к BNB тоже все время растет. Все время растет. Давайте посмотрим за месяц, что у нас здесь покажет он. За месяц мы в боковике, да, то есть откуда начинался месяц, собственно, к тем значениям он и пришел. Но сам токен Эра 7, да, он все время растет. В общем, будем потихонечку разбираться. В прошлом году я зашел в Splinterlands как вариант антикризисной игры и заработал там несколько тысяч долларов. И, собственно, в том состоянии, в котором находился рынок, когда не было особо проектов, меня это более чем устраивало. Поэтому я надеюсь, что в этой игре я добьюсь хотя бы такого же результата, а может быть его и, скажем так, переплюну. Поэтому будем разбираться. Я вкратце сейчас расскажу то, что я уже понял про эту игру. Поиграем и параллельно буду отвечать на ваши вопросы, которые вас интересуют больше всего. Мир 4 как пассив. Готовы играть... Интересно, за 3 месяца кача перс стоит $130 с нуля. Мир 4 сейчас уже просел, как бы там можно было делать намного больше денег в то время, когда он только появился. Но, собственно, Мир 4 это одна из тех игр, в которые реально интересно играть, и я уверен, что люди в нее будут играть, даже если там нельзя будет зарабатывать. Я сам в нее одно время залипал, вообще не с целью заработка, просто потому что мне было интересно. Я там качался, ходил в рейды, там PvP-шился, было очень здорово, очень интересно. Я даже забыл, что это какая-то игра, в которой еще можно что-то там заработать. На то время там еще можно было зарабатывать деньги. Поэтому вот такие игры это то, к чему мы идем, и в будущем их будет все больше и больше, и уже заработок, он будет отходить на второй план, потому что в игры будут играть те люди, которым в первую очередь интересен геймплей, а только во вторую очередь интересен заработок.
Что вы думаете насчет мультиаккаунтов или использования ботов? Насколько опасно, по вашему мнению, насколько окупаемо? 100% ботами сейчас нужно пользоваться. Когда я только начинал заниматься NFT, у всех моих зрителей было очень посредственное отношение к ботам. И я этого не понимал, потому что очевидно, что человек, у которого есть бот, и человек, у которого нету бота, они заработают абсолютно разные деньги. И просто глупо там говорить о какой-то экосистеме, да, что вот я забочусь о том, чтобы игра была честная, когда просто другой человек там поставил несколько ботов, зарабатывает в десятки раз больше, чем ты, и ему ничего за это, ни бан, ничего, не ругают его, просто он зарабатывает в 10 раз больше, чем ты, а ты пока беспокоишься о том, что ты хочешь, чтобы игра была честная и чтобы ботов не было. Естественно, это глупость, и тут мы должны понимать, что если есть возможность использовать бота, и если это дает нам какой-то профит или какое-то преимущество перед другими игроками, мы обязаны просто это использовать. И не нужно думать там о каких-то банах, потому что сейчас все это дело замаскировать очень просто. Да и по большей части 95% игр, они даже не парятся о том, что в их проектах есть какие-то боты, просто потому что они не смогут всех этих ботов побороть. Но вот как бы вы этого не хотели, как бы разработчики этого не хотели, к сожалению, с ботами сейчас бороться достаточно тяжело. Если человек захочет написать какой-то софт, он его напишет, и очень тяжело будет его спалить. Поэтому, если есть бот, пользуйтесь им. Сар, слышал об этом проекте, вчера ОБТ запустили. Да, мы обсуждали еще на одном из моих стримов, когда проект еще находился. Короче, пока он еще делался, мы еще тогда его обсудили, поэтому я не вижу смысла повторять какую-то информацию. К проекту я пока не очень хорошо отношусь. Ну, не то, что не хорошо отношусь, просто пока не впечатляет. Сколько лично сам вложил в Эру? $0, 0 центов. Вот, я тут даже 0,4 чего-то заработал, я только разбираюсь, ребят, в игре, и пока, особо нету смысла вкладывать сюда деньги, потому что для того, чтобы вкладывать деньги, вы должны понимать, что вы хотите получить. Я пока не понимаю, вот я вложу деньги, да, я там куплю какого-то героя, окей, и что, мне нужно сначала посмотреть то, как здесь вообще игра работает, понять какие-то механики. Собственно, что-то я уже понял, давайте я вкратце вам расскажу. Короче, я здесь уже наделал кучу колод себе. Давайте проведем какой-нибудь матч, и я параллельно буду рассказывать, как здесь все проходит. Я выбираю свою новую колоду, значит, это, собственно, мы. Естественно, предварительно вы собираете свою колоду, которой вы будете воевать. Это что-то типа Херстоуна, да, то есть... До игры вы собираете свою колоду, которой будете воевать. У нас здесь есть мана. И мана здесь работает, собственно, как в Сплинтерленде и в Херстоуне, да. То есть она с каждым ходом она будет повышаться. Мы выставляем своего героя на левой части. Если он бьет в поле, да, то есть вот вы видели, мой бобер ударил вот просто по вот этому полю. У противника отнимаются жизни. И ваша задача таким образом его убить. Если ваш герой попадает по другому противнику, то жизни отбираются у этого героя, то есть у противника вот этого, которого он выставил, да, но не отнимается у самого, я не знаю, столько слов сказал герой, что уже запутаетесь. Но, собственно, вы сейчас, я думаю, все поймете. Цель, короче, убить вашего противника. Для этого нужно бить именно в доску. Вот видите, он меня бьет в доску, и у меня отнимаются жизни. И здесь есть различные персонажи. Одни там, у одних повышенная защита, другие могут вас хилить, другие усиливают других героев. Вот есть такие карточки, которые просто бьют массово. И, собственно, вот так вот вы играете. Можно начать играть абсолютно бесплатно. Я сюда еще ничего не вложил. И что И по ходу, по мере прокачки вам будут давать дополнительных героев. Также здесь есть PvE-компания, в которой вам тоже будут давать героев. То есть можете пока начать попытаться разобраться и только потом решить, стоит вам сюда вкладывать деньги или нет. Но я вам очень рекомендую попробовать, потому что меня эта игра супер сильно затянула. Вот, правда, я сейчас проиграю, но и стоит сказать то, что этот человечек, который играет против меня, он уже купил себе какие-то карточки, потому что мы видим, что он... Короче, какая-то колода у него крутая есть, платная. У меня она пока бесплатная, поэтому мне, естественно, тяжелее. Но, тем не менее, не смотрите на то, что там кто-то с платной колодой, кто-то с бесплатной. Здесь можно побеждать и так. Собственно, я побеждал
крутых ребят, даже с хорошим рейтингом, и мне ничего не мешало то, что у меня бесплатная колода. Главное понять суть и какую-то стратегию себе придумать. Но этот бой я уже проиграю, поэтому мы просто давайте сдадимся, чтобы не тратить время. А что по балансу в игре? Это может стать серьезной проблемой для проекта. Про какой проект мы говорим? Максим Драч, скажи, пожалуйста. Играл в Эру 2 дня. Продал героя, перепутал за что продать и в минус ушел. Но колоды бесплатная фигня. Но тут нужно попробовать, как бы видишь, и вот у меня 5 уровень, и вот у меня, допустим, показаны, какие следующие награды я получу. И, блин, я еще прошлые карточки не успел изучить, насколько они хорошие, там, все фишки. А тут мне уже с прокачкой дают новые, и все время вот это вот, на самом деле, очень интересно. Здесь можно такие стратегии придумывать, что, ну, впечатляет, прям как шахматы, можно сказать. Последний вопрос тогда можно. Не знаете сайта или форума, где продают рабочего бота и бескидалого, чтобы был некий мануал по его настройке и его деаномизации? Услышал вас, что многим все равно на бот. Смотри, я сотрудничаю с человечком, который пишет ботов под популярные проекты. И я думаю, все из вас это уже знают. Есть боты для Alien Worlds, для Farmers World, для Sunflower, для Sailors World, для NFT Panda, для чего там еще, я не знаю, для CryptoFarm, для этого Goldman Game. Короче, куча ботов есть. Если вам это интересно, вот эти какие-то проекты популярные на Ваксе или Sunflower Land, то можете написать мне в личку, я просто вам дам контакты этого человека, который проверен мной уже почти год, мы с ним работаем, и никаких к нему вопросов нет. Он никого не кинул, все работает, поддержка осуществляется, пилит новых ботов, и все хорошо. Если вам это интересно, пишите, я даю его контакты, вы там списываетесь, договариваетесь. Вот и все очень просто. А какие-то другие бесплатные боты, я за них как бы, ну, не могу отвечать, потому что я их не проверял, я не знаю, кто их делал, кто их писал, там, что там за код и так далее. Тут за человека я могу поручиться, просто потому что я с ним уже достаточно долго работаю, и каждого его бота я испытываю сам и пользуюсь постоянно. Поэтому, кому нужно, пишите. Так, это сейчас, ребят, я зашел в PvE, да, то есть тут есть кампания, которую вы тоже проходите, и вы можете за счет того, что проходите кампанию, прокачивать ваших героев. То есть у вас будет герои там не первого уровня, а второго или третьего уровня, в зависимости от того, как далеко вы в этой кампании сможете пройти. Поэтому играем, можете посмотреть, как, ну вот, я играю, да, какую-то мою стратегию, можете свою придумать. Тут очень много зависит от противника, от того, какую колоду вы собираете и так далее. Тут, ну, на самом деле интересно. Правда, вот что-то все побеждают меня сейчас. Но ничего, так. Нет, лучше будет... Да, лучше будет так сделать. Погнали. То есть это я играю сейчас против нереального, то есть, короче, против бота, против машины я сейчас играю, но вы видите, что здесь даже против машины мне сейчас еще тяжко. Еще тяжко, потому что, ну, я не все здесь знаю. Если в Splinter Land, допустим, я там уже очень многие стратегии узнал, прохавал их и использую, то здесь для меня эта игра новая, и мне еще придется ее поизучать для того, чтобы понять здесь что и как. Так, давайте. Гео, привет, ты что-то знаешь про игру Golden Bros? Если знаешь, расскажи. Нет, я даже не слышал про такую, поэтому не могу ничего сказать, к сожалению. Или, возможно, даже к счастью. Что думаешь насчет блокчейн Brawlers? Слушай, ну, сейчас особо думать об этой игре не приходится, просто потому что, ну, как бы, она уже немножко исчерпала себя. Если мы посмотрим на токены, то они там тоже показали огромную просадку, и сейчас заходить в нее, ну, я не знаю. С пика, вы видите тоже сами, что с пика здесь, ну, просто огромная просадка, 85%, это даже больше, чем в Medium Rare Potato. Вот, кстати, мы победили, вот нам уровень нашего героя повысился, теперь это уровень 2. Да, если мы еще раз победим этого героя, у нас будет, что у нас будет? Еще одна карточка, поднимем ее до 2 уровня.
И вот так вот вы можете здесь играть. Здесь, короче, компания. Собственно, вы ее прокачиваете. Вот, видите, я прошел 8 из 144. Также, что еще? Рейтинг здесь есть. За рейтинг вам дают вот эти вот токены. Эти токены вы уже можете как-то использовать. Видите, что здесь винстрик у вас должен быть. Чем больше винстрик, тем больше вам токенов будет давать. Сезоны здесь есть, ранги здесь. Короче, здесь много всего интересного. Пока мне просто нужно прокачать своих героев для того, чтобы просто хотя бы открыть все, что здесь находится. Поэтому пока мы, наверное, поиграем в компанию. А потом уже я, естественно, покажу, ребят, все NFT, которые я куплю в этом проекте, за какую сумму я их куплю, почему я куплю эти NFT, а не какие-то другие. Я все покажу в своем телеграм-канале. Вы знаете, что я пишу в своем телеграм-канале, какие NFT я покупаю, какие продаю. Это все как бы на виду и без внимания не остается. Собственно, как сегодня я выложил пост о том, что я продал NFT из Потатосов. То есть, чтобы вы знали, что из проекта я вышел и уже там, ну, это не финансовая какая-то рекомендация, просто думайте сами, решайте сами. Я просто показываю то, что в проекте я сейчас больше не нахожусь. Так, а как можно заработать здесь? Смотри, здесь, если ты играл в Splinter Lands, то по факту здесь все то же самое. То есть ты играешь, тебе дают валюту, если ты особенно в ранге играешь. И если ты дополнительно еще доходишь до какого-то крутого ранга, то там, ну сейчас я не могу показать, потому что я в игре. Выйду, я тебе покажу, там даются определенные награды. Я вам говорил много раз, что в турнирных играх, да, вам приходится все-таки немножко думать. Это не так, как в фармилках, когда вы просто вносите свои деньги и по большей части вам все равно на то, что будет там происходить, вы просто на пассиве получаете. Здесь вам нужно будет играть, добиваться каких-то результатов, и тогда только вы сможете зарабатывать. Собственно, по факту это и есть игра. А то, что вот мы фармим там, да, там Farmers World, там Goldman Game, это не игры, это больше фармилки, потому что, ну, мы не играем там, мы просто вносим деньги и ставим бота, чтобы он постоянно нажимал какую-то кнопку, которая приносит нам доход. А это именно игры. Если вы искали какие-то проекты, в которые бы вы могли окунуться, почувствовать геймплей, то это то, что вам нужно. Вот эта птичка, вы видите, она нанесла урон и еще и похилила меня. То есть, допустим, давайте сейчас вот сюда поставим. И сейчас он, смотрите, он должен будет усилиться. Блин, ну ладно, не повезло нам. Вот видите, что-то усиляет моих героев. Там, короче, здесь нужно читать карточки, разбираться, и тогда все будет окей. Сейчас мы быстренько выиграем. Да, ну все, здесь мы победили. Сейчас эта птица, да даже не птица, уже на этом этапе выиграем. Один удар и все. Все, мы победили. Жаль, что ролик смотрят глухие и задают вопросы, на которые уже отвечали дважды-трижды. Слушай, это вообще проблема на самом деле. Я, кстати, раз уж такое дело, раз уж мы сегодня на стриме, повторюсь, ребят, еще раз. Те люди, которые пишут мне в личку и спрашивают: Гео, что ты думаешь об этом проекте, скидывают название проекта, я всем буду отвечать, что я об этом проекте не думаю. Если вы хотите ответ на конкретный вопрос, задавайте конкретный вопрос, да, задавайте этот вопрос. Не так, чтобы я должен каждому, я не знаю, такое ощущение, что я кому-то должен написать сочинение, что я думаю там о каком-то проекте. Ну что за бред? Это ж я ж не изложение пишу, да, как я провел лето. Если вы хотите что-то знать, задайте конкретный вопрос. Там, как ты считаешь, поднимется ли токен в течение 3 дней и стоит ли продавать мне эту NFT? Вот задайте такой вопрос, я на него отвечу. А что ты думаешь об этой игре? Я не буду писать вам сочинение каждому лично, что я думаю там о чем-то или о ком-то. Это меня очень сильно в последнее время стало раздражать. Просто я просыпаюсь, и у меня вопросов 10 таких. Гео, что ты думаешь об этом проекте? Блин, я о нем не думаю. Я что, должен сидеть и думать о нем? Нет, конечно. Конкретно вопрос зададите, я на него отвечу. Блин, вот это будет тяжкая игра. Посмотрите, это какой-то босс, видимо. Я даже не знаю, как здесь лучше поступить. Здесь какие-то у него эти герои слишком жирные. Вон, все усиляют друг друга. Блин, я не знаю. Давайте пробовать. Но я не уверен, что у меня здесь что-то получится. Скорее всего, это будет слив.
Ну вот, блин, были бы у меня такие башенки, я бы тоже с этими башнями играл. Но что-то... Так. Давай вот так вот сделаем. Не, мне кажется, здесь точно я проиграю, потому что здесь... Ну, что-то прям тяжко. Я даже башни эти не могу пробить. А эти кидают в меня бомбами. Ну вот что мне делать? Так, мы можем поставить так. Не, давайте лучше вот так. Этого усилим. Поставим вот так. У него 40 хп, а я еще даже ни одного урона ему не нанес. Ну да. Чувствую, можно здесь сдаваться, наверное. Да. Бесполезно, я здесь не выиграю точно. Гео, что думаешь об Анджелине Джоли? Хорошая актриса. Без вариантов это донатер, купивший на Да нет, это ж ПВЕ. Это ПВЕ, видишь, тут башня, вот тут какая-то этот... Есть, тут, видимо, какие-то суперские награды за нее дают, но я пока не смогу ее пройти, потому что, ну, у меня еще вообще карточки не прокачанные, и еще нужно сидеть и качаться для того, чтобы осилить вот этого всего. Давайте против реальных людей. Кстати, вот это вот я сюда еще даже не заходил. Смотрите, здесь еще экспедиция какая-то есть. Господи, ну здесь столько всего, здесь реально стоит, не знаю, разбираться во всем. Не знаю, давайте попробуем. Пустят нас. Нас пускают. Ну вот опять здесь какой-то, наверное, крутой босс. Но по идее, если мы выиграем, нам дадут награды в токенах. О, тут можно сжигать, я даже не знал этого. Короче, здесь показывают нам, что можно делать. Здесь даже подсказки. Вот то, что сжигать можно карточки и за это получать ману, я не знал. Это реально классная тема. Это вообще еще больше разнообразит стратегию, потому что вы можете в себе в колоду напихать карточек очень дешевых, которые стоят одну ману, и просто сжигать ману и доставать крутые карточки, которые стоят очень много маны. То есть, ну опять же, по стратегиям здесь прям все круто сделано. Можно реально придумывать. Что-то типа Splinterlands, но в Splinterlands мы же как делаем? Мы собираем колоду и дальше она сама воюет. А тут мы каждый ход должны принимать решения, думать наперед, предсказывать, что будет. И еще здесь есть элемент рандома, потому что мы не знаем, какая следующая карточка нам выпадет. Вот это вот что означает? Тоже разобраться бы. Я так понимаю, это история. Наверное, это история. Так, ну давай. Нас убьют, правда, но ничего. Но вот этот бой еще есть вариант какой-то выиграть. Я не уверен, что у меня получится, но будем пробовать. Раз уж токен здесь дают, то нужно как бы попытаться. Давайте. Блин, вот этого убить бы, у него урон большой очень. Надо что-то сообразить. Еще карточек, блин, мало. Мало прям. Так, давай поставим сюда. Вот эта вот бабушка, она рандомно кидает пирожки какие-то. Вот, видите, кинула рандомно пирог, хотя она находится не на этой линии. Ну все, мне кажется, здесь мы продули. Единственное, что меня может спасти, если сейчас выпадет карточка, где вот урон массовый. Вот такая вот карточка, если выпадет мне, то я сразу эту линию всю снесу. Так все пока печально выглядит. Так, но это у нас ваншотнет. У нас только этот вариант остается. Так. Усилить его сразу нельзя, ну окей. Вот сейчас есть реальный шанс, что мы даже что-то сможем выиграть здесь. Пробуем. Так, ну все, по идее, мы победили. Да, все. Давайте посмотрим, что нам дадут сейчас. Интересно. Виктори. Нам дали токен, да?
0,3, я так понимаю. То ли умножение токена 0,3 и 1% чего-то. Да, токена дали 0,3. Все, супер. Но тут смотрите, тут есть вот у нас какие-то вот этот вот урок. Я так понимаю, что у нас есть определенное количество попыток участвовать в этой штуке. Короче, ребят, ну реально, режимов здесь очень много. Это мне нужно сидеть и разбираться, потом записывать отдельный видеоролик, в котором я примерно смогу вам рассказать, что здесь как, что вначале стоит делать, что потом стоит делать и так далее. Только так это будет вам понятно, если вы не играли в эту игру ранее. Гео, стоит ли сейчас заходить в Авигочи? Слушай, я бы Авигочи рассматривал бы, знаешь как, не для того, чтобы там зайти сейчас и получить какую-то прибыль, я бы рассматривал их как актив, за которым стоит следить. Вернее, не актив, а проект, за которым стоит следить, потому что у Авигочи очень хорошие партнеры, и я уже много раз говорил, что у них замечательный маркетинг. На самом деле, вот маркетингу Авигочи можно позавидовать. Если бы такой маркетинг был у Потатосов, они бы сейчас были как Farmers World, наверное. И с таким маркетингом, и если они планируют делать обновления, их может ждать что-то очень хорошее. Я бы сейчас не стал покупать их токены или NFT, но следил бы за ними вот 100%. 100%. Сколько вход? Вход бесплатно. Вот я сейчас играю, ребят, бесплатно. Я говорю, сначала зайдите сюда и прокачайте свои карточки. Вот сейчас я занимаюсь тем, что я прокачиваю свои карточки. Смотрите, где здесь? Заходите в Quick Match. Вот, у меня сейчас 5 уровень, у меня всего 9 побед. За каждые 2 победы подряд вам дают, ну не подряд, просто за 2 победы у вас прокачивается уровень и вам дают награды в виде новых карточек. Вот когда вы упретесь в потолок, да, когда вы там уже не сможете получать, по-моему, здесь до 12 или до 15 уровня вам будут давать бесплатные карточки. Они вам в любом случае будут нужны для составления своей колоды. Поэтому бессмысленно покупать какую-то платную NFT, не имея всех бесплатных карт. Вот когда прокачаетесь до этого уровня, там, до 10, 15, не знаю какого там, получите все бесплатные карточки, тогда будет иметь смысл покупать платную NFT для того, чтобы понимать, как усилить свою сильную сторону, в чем вы разбираетесь, в каком стиле стратегии, в каком направлении хотите идти дальше, потому что вам нужно посмотреть все, что здесь есть бесплатное, для того, чтобы понимать, какие варианты для развития у вас есть. Может быть, вы сейчас купите какую-нибудь платную NFT, потом прокачаетесь и посмотрите, подумаете, блин, зачем я купил эту платную, нужно было другую платную, которая дешевле и лучше, поэтому сначала нужно во всем этом разобраться, посмотреть и только потом принимать решение. По крайней мере, я так думаю, и именно я так буду делать. Давайте дальше. Вот попробуем сейчас подраться. Правда, я не знаю. Единственное, что мне не нравится, вот я играю бесплатными NFT, мне попадаются ребята с платными NFT, и, естественно, мне намного сложнее с ними драться. Вот, посмотрите сразу. Так, давайте. Сразу, у меня 25 жизней, у него 32. То есть уже, блин, мне уже тяжко с ним драться. А у него здесь еще и какие-то NFT, более крутые герои и так далее. Но, тем не менее, я побеждаю. Вроде как получается. Вот сейчас будем пробовать. Вот эту катапульта. Я не знаю, у меня нету катапульты такой. У него есть, она еще усиливает его. Поэтому, смотрите. Здесь все не так просто, как кажется. Так. Вот башня это, блин. Вот эти башни вообще напрягают. Они какие-то, не знаю, имбовые слишком. Посмотрите, урон 5 уже. Ну вот, что-то я вот... А представьте, если бы вот у меня 25 жизней было, да, у него там 32. Если бы у него тоже было 25, я бы уже был бы намного сильно впереди. А так, по факту, нифига. Просто нифига. Так, что мы можем сделать? 4. Блин, ну это вообще так не в тему-то. Ладно, давайте... Нет, наверное, пока так надо. Вот, хоть кабан меня похилил. Хоть что-то. Так. Так, ну будем жирника ставить. Вот смотрите, какой бы я сейчас героя не поставил, вот эта катапульта его убьет. У меня просто не хватит ни жизни, ничего. А если я сожгу вот это, интересно, сколько мне дадут? Блин, ну вот зря. Только одну она дает.
больно бьет. Очень больно бьет. Но вот я вынужден защищаться, потому что иначе проиграю. Хотя я здесь и так, наверное, уже проиграю. Ну да, здесь все. Здесь все можно сдаваться. Что скажешь про Farmers World? Ребят, смотрите, многие мониторят смарт-контракты. Собственно, я тоже мониторю смарт-контракты. И там есть изменения. Есть изменения, значит, разработчики над чем-то работают. Просто они... Видно, что значит, что они не просто там забили на игру и просто не хотят ее делать. Нет, смарт-контракты меняются, они что-то добавляют. Поэтому это означает то, что они работают над игрой. И кто не знает, там уже появилось топ-200 холдеров их токенов. То есть они зачем-то это сделали. Можно посмотреть. Топ-200 самых богатых пользователей проекта Farmers World, у которых больше всего их токенов. Зачем-то они это делали. Я думаю, что скорее всего, и очевидно, что это для будущих обновлений. Топ-200 холдеров получат какие-то привилегии, скорее всего, и смогут там то ли купить какую-то NFT, наверное, то ли, в общем, что-то будет. И другие разные изменения. Короче, зайдите, посмотрите смарт-контракты, можете посмотреть на VaxBlock, да, кто не знает, VaxBlock, заходите, смотрите смарт-контракты, смотрите, что меняется. Либо там, кто прошаренный, там, может быть, через какие-то другие сайты, это вам уже виднее. Что-то нас ждет, что-то ждет. Опять же, они каждый месяц делают отчет, и отчет за апрель они еще нам не давали, насколько я знаю. Давайте глянем, может быть, я ошибаюсь. Но я сомневаюсь, что я что-то пропустил. Нет, вот последнее, что они писали, это когда было? 18 апреля они написали, что они там повысили защиту, двухфакторную аутентификацию сделали. По идее, они должны будут что-то написать в мае, и оттуда уже будем смотреть, плясать. Но в ближайшее время я не думаю, что что-то будет, потому что Farmers World разрабы уже, скажем так, прошаренные. И, ну, вот в такой период, когда все криптоны в отпуске, они, скорее всего, выпускать что-то не будут. Они будут это выпускать, скорее всего, либо в середине лета, либо ближе к осени. Я думаю, вот как-то так это все будет у них происходить. И там уже будем смотреть. Конечно, хочется, все ждут от них чего-то годного, потому что вы сами видите, как только выходит какая-то, ну, хоть что-то они напишут, токены сразу пампятся, и, ну вот, посмотрите, вот этот памп, да, когда они там что-то написали, или обнову выпустили, просто от одного их сообщения токены растут. Поэтому, если они действительно что-то годное сделают, то это будет не просто сообщение, а действительно какой-то результат, то, скорее всего, ну, какие-то шансы будут. Я думаю, что не просто так они там сидят и смарт-контракты ковыряют свои. Что-то нас ждет, но сейчас, естественно, особо смысла нету. Хотя вот у меня экскаваторы, они что-то там даже добывают. Правда, у меня бот сейчас выключен. Вот у меня 4,3 вакса в день они добывают мне как бы. Уже долгое время, наверное, несколько месяцев. Поэтому, ну вот, как-то так. Надо будет, кстати, бота сейчас запустить, чтобы продолжилось все это мне добываться. Вакс, конечно, сильно просел. Кстати, ребят, по поводу рынка, да, Вакс у нас очень сильно проседает. Это еще одна причина, по которой, скорее всего, разработчики сейчас не очень хотят как-то выходить. Хотя я не очень понимаю этого. Если они видят перспективу в токене Вакс, то наоборот сейчас еще лучше получить с пользователей много ваксов, а потом, когда он поднимется в цене, у них будет дополнительный доход от того, что цена на токен выросла. И, естественно, все идет за биткоином. Сейчас биткоин 35 993. Есть большая вероятность, что он опустится до 32-30 долларов. 30 тысяч долларов. Поэтому, если вы сидите там либо в либо в альткоинах, либо в биткоине, предпримите меры для того, чтобы понизить риски просадки вашего портфеля. Вот такая вот небольшая рекомендация. Я думаю, каждый из вас это сам прекрасно понимает, но тем не менее напомнить лишним точно не будет. Как много или мало ты тратишь времени на ресерч новых проектов? Ну, слушай, в сезон, когда проектов много, я трачу очень много времени. Я могу 6-8 часов сидеть, смотреть разные проекты, сравнивать их между собой, считать. Вот так вот. Сейчас, ну, практически, да сейчас анализировать нечего. Вот реально. Сейчас зайти, допустим, Play
to earn, да, зайти, но вот здесь вот вообще ничего. Все, что на слуху, как бы уже все зашли, уже все обкромсали эти проекты и все. Вот давайте посмотрим, что здесь в трендовых находится. Кстати, сколько времени я планировал стрим провести ровно час. Так, ну это первая у нас реклама, да. Minds of Dalarnia, понятно. На хайпе, туда-сюда, я пропускаю этот проект. Life Beyond, не знаю. Tout Start, смотрел, ничего интересного. Мир 4, каждый из вас знает, кто не знает, ну, особо смысла заходить нету. Игра интересная, в плане заработка говорит здесь не о чем. Fruity Dino, ерунда. Sunflower Farmers тоже в представлении не нуждается. Каждый из вас, там, не знаю, 90% моих зрителей сидят сейчас в нем, я пропускаю. Chromatic Souls of Create. Какая-то ерунда, типа, по-моему, Raid Shadow Legends, если не ошибаюсь. Короче, что-то такое, по-моему. Монополио. Одно время игра была на хайпе, и много купленных стримеров на Твиче стримили ее. Там что-то там, какие-то деньги можно было заработать, но сейчас, по-моему, уже вся петрушка это закончилась. Ну, кстати, выглядит очень интересно. Я, кстати, что-то не припомню, что я смотрел ее. Видимо, похоже название с другой игрой. Мне нравится визуал. Визуал выглядит здорово. Надо будет глянуть. Не будет сохранить сейчас это. Дайте я сделаю это. Сохранил. Так, это не нужно. Так, есть. Монополио, да? Дальше. Вот это я даже не знаю, что. Step In, каждый из вас знает. Ветан Арена знаете. Star Atlas знаете. Вот это Лока, да? Есть токен Лока. Вот с этой игрой вообще что-то непонятное на самом деле. Кто не знает, что это? Это игра типа, ну, короче, каждый из вас знает вот такие стратегии на мобилку. Вот это вроде как игра тоже на мобилку с NFT, со своим токеном. Токен там, сейчас посмотрим. Лока он называется, вот он. Я смотрел уже совсем недавно. То есть он находится в нормальном состоянии еще, да, но я не знаю, с чем это связано. Я не могу скачать ее в Apple Store. Вообще не открывает никакую страницу. Не на... Вот, кстати, блин, это не то. Не та игра открылась. Вот я не могу. Я пытался скачать для того, чтобы протестировать и снять для вас видосик. Но у меня она просто не скачивается. Даже страницу не находит. Пишут, что ее нету. Я не знаю, вот на Яблоко здесь вроде как есть. 3.5, правда, рейтинг. Но все, а вот на Android у меня не получается. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, можно где-то APK-файл найти. Надо будет попробовать поискать это все. Потому что нужно затестить. Нужно затестить, тем более, если я буду снимать топ мобильных NFT игр. Ну, я думаю, важным будет понять, стоит эта игра нашего внимания или нет, для того, чтобы включать ее в топ или нет. Дальше. Fit Evo. Это аналог Step In, клон его практически, насколько я помню. Давайте глянем. По-моему, да. Тоже там кроссовки, вся фигня, ходите, зарабатываете. Что-то такое, короче, со спортом тоже. То ли Move to Earn. Короче, кто Step In профукал, можете посмотреть этот вариант. Bomb Crypto, ну, о чем здесь говорить, да, все знают. Мы заработали кучу денег на нем. Сейчас уже этого сделать нельзя. Кстати, я выставил своих легендарных бомберов на рынок, до сих пор их так и не купили. Gods Uncharted, коллекционно-карточная антикризисная игра, знаете. Spiders Tank, неплохая задумка, токен упал там в нули практически. То есть анализировать сейчас просто нечего. Вот заходишь, да, в самые трендовые, и они все уже проанализированы, мы все про них знаем, особо смотреть нечего, поэтому, ну, время сейчас на какой-то анализ я практически не трачу, потому что просто нечего. Привет, что думаешь про Покемане? Так себе, ребят, я бы не заходил в Покемане. Вот по поводу Покемане, мне, не знаю, где-то человек 30, наверное, может быть даже больше написало из команды Покемане с предложением платного обзора, и от каждого предложения отказывался. От каждого предложения. Вот я не знаю, то ли они, у них такая большая команда, то ли они нанимают модераторов, которые ищут блогеров, которые будут снимать про них, про их проект видео. В общем, каждый день, не знаю, мне пишут люди с предложением снять платный обзор на Покемане. От каждого я отказываюсь. Говорю, вы уже мне писали, не пишите мне больше. Кидаю их в ЧС, они все равно пишут. Я не знаю. Про это я видео снимать не буду, это какой-то хлам.
RS7 очень похожа на Hearthstone, знаешь, такую обычную игру, конечно. Я одно время в нее залипал. Я в нее, знаете, я начал играть в Hearthstone. Я сразу, многие зрители знают, я огромный любитель Warcraft'а, World of Warcraft. То есть я часто сижу, залипаю. Многие в Дискорде мне пишут, что там, ну, когда в Дискорде играешь, видно, во что ты играешь. Вот, пишут, типа, Гео, давай там поиграем вместе. Вот, и одно время, когда только Hearthstone появилась, там нужно было сыграть 3 боя, по-моему, и за это тебе давали редкого маунта в Вове. И вот тогда я залип, я поиграл 3 боя, и меня как-то затянуло, я скачал на телефон и играл. В Let Me Speak зашел, про Let Me Speak сказал уже, я зайду в тот же день, как появится приложение на Android. Вот, если оно появится через час, я через час зайду и куплю здесь NFT. Чтобы я смог с телефона сидеть и учить английский язык. Пока приложения нету, но я не буду заходить. Я не вижу смысла, потому что я, сидя за компом, я не буду здесь, ну вот, учить этот английский язык. В телефоне, да, 100% буду. А за компом нет. Гео, стоит ли сейчас заходить в Визардия? Ну смотри, сейчас какой раунд? Сейчас 5-й раунд продаж у нас, да, по-моему, NFT? Да, 5-й раунд. Ну смотри, как бы, если ты считаешь проект перспективным, просто я сюда зашел. Вот я сразу скажу, я как бы сюда зашел. Кстати, ссылка на Визардию есть, там скидка 5% на покупку NFT. Я сюда зашел, я сюда вложил свои деньги, мне никто их не давал, там разработчики мне не давали NFT, ничего мне никто не давал. Я сюда вложил свои деньги, я вложил сюда деньги еще в токены, застейкал их на 12, на 4 месяца. Я как бы, проект мне интересен с той точки зрения, что... Я считаю, что если они реализуют то, что написано в белой бумаге, у него будет хайп и будет какой-то вариант с него заработать. Если они ничего не сделают, то, что в белой бумаге написано, то, естественно, это все будет ерунда, хлам, и я просто потеряю свои деньги. Но я решил рискнуть, потому что мне кажется, что, скажем так, шанс заработать по мне больше, чем шанс потерять, и сумма здесь, ну, для меня не очень большая. Да, я заходил в 3-м раунде, там NFT стоили... Я не помню уже сколько. 150-160 долларов где-то. И токены я покупал... Вот и токены я не помню, кстати. Токены даже не я покупал. Токены мне купил мой друг, потому что когда токены залистились на бирже Gate.io, я находился то ли на конференции с... Короче, где-то я снимался, то ли у меня интервью брали, я в Москву поехал. У меня то ли интервью брали, то ли какая-то конференция была криптовая. То ли еще что. Короче, я был в отъезде, в командировке, и я попросил друга, чтобы он купил мне, и потом просто их скинул. Он купил, скинул, и все, собственно. Поэтому тут стоит заходить, не стоит заходить. Тоже, ребят, вопрос, который часто мне задают в личку в Телеграме. Стоит ли заходить или нет? Ребят, я не знаю, стоит вам заходить или нет. Я могу принять решение для себя, стоит мне заходить или нет, потому что я знаю свою стратегию, я знаю свой риск-менеджмент, я знаю свой банк-менеджмент, сколько я готов потратить, как я буду развиваться в этой игре, что я буду делать в случае, там, если токен опустится, если NFT подорожают или наоборот подешевеют, я все это знаю. Поэтому я могу ответить тебе на вопрос, стоит ли мне заходить. Но стоит ли вам заходить, я понятия не имею. Понятия не имею. Я не знаю ничего про вас. Не знаю, сколько у вас денег, не знаю, какая у вас стратегия, не знаю, какой у вас риск-менеджмент. Может, у вас вообще его нет. Может, вам вообще пофигу, куда заходить. Тогда вам и в казино можно советовать идти. Все что угодно. Поэтому такие вопросы не задавайте. Задайте конкретный вопрос, что вас интересует, который там, не знаю, не касается ваших денег, риска и так далее. Я вам на него отвечу. Без проблем. Я только буду рад вам помочь. Но когда вот такие глупые вопросы задают, естественно, ну, отвечать особо не хочется. Ой, голос сел уже. Нужно еще и стрим закруглять. Вообще, сколько нас смотрит человек? Кто скажет? Давайте глянем. Сколько здесь? 255 людей. Ну, пойдет. Пойдет. Я думаю, конечно, что будет больше. Как тебе игра Пикастер? Не знаю. Let Me Speak на андроиде работает через браузер. Но насколько он адекватно работает? Там есть, типа, ну, удобно ли? То есть, понятно, что через приложение... не, у Люди Про, наверное, нет. У Люди Про я вообще был очень давно. Это, наверное, конференция какая-то была. Это с этим, со Смеркисом. Это я скидывал пост. У нас была конференция с директором криптобиржи Binance в России. И там еще были другие инфлюенсеры всякие.
Вот там, наверное, был, потому что то был прямой эфир, по-моему. Но могу ошибаться. Может быть, и у Люди Про был. Сейчас вход нормальный, стоит 250. Да, на самом деле, цена там, ну, как бы... Если бы она стоила $1000, я как бы все равно бы зашел, потому что это просто будет мотивация мне учить английский язык. Вы знаете, что у меня с ним большие проблемы, если вы смотрите мои видео. Где вот ты был на Люди Про? Да нет, Арткат. Я был много где, понимаешь? Я аж ни одно интервью записал и ни на одной конференции был. И в Москву я ездил в командировку не один раз, поэтому это может быть и Люди Про, и все что угодно. Там я куча всего. Сейчас еще вот с этим сняли, с блогером, я не помню, как его уже зовут. Там у него 1,7 миллионов подписчиков на Ютубе. Тоже мы созвонились, пообщались, записали интервью, поговорили по поводу токена Тон, его перспектив в NFT-индустрии. Вот, но пока что-то он не выкладывает интервью. Не знаю, то ли монтирует, то ли еще что-то, я не спрашиваю. Захочет, выложит. Так. Ну давайте бабушку поставим. Отлично. Прям рандомно нам повезло, что она ударила его именно. Ну тут какой-то, я не знаю, паренек, то ли мне кажется, то ли он как-то посредственно играет. Тут у нас большой шанс есть выиграть. И как раз поднять уровень и посмотреть, какие новые карточки нам дадут. И, наверное, на этом будем закругляться. Поэтому задавайте вопросы, потому что мне сейчас еще к друзьям нужно съездить. Мы договорились встретиться с ними. Поэтому сегодня стрим час. Ну, час это вот самый адекватный вариант проведения стрима, потому что люди смотрят записи, если там будет стрим 2-3 часа, то никто его не будет смотреть до конца. И никто среди этих 3 часов какую-то нормальную, адекватную информацию не найдет. Может быть, там у вас что-то годное, вы говорите, там, я не знаю, на 3-м часу, 44-й минуте, и человек никогда не узнает, что вы там сказали, потому что просто не досмотрит и не знает, на какое время мотать. Поэтому час это самое нормальное. Там, не знаю, готовите, в зале где-нибудь или там что-то еще делать в машине, всегда можно посмотреть на фоне, будет полезно. Так. Что-то у меня чатик закрылся, сейчас открою. Гео, подскажи, пожалуйста, актуальные игры для старта без вложений, для первых шагов в NFT-сфере и т.д. на сегодняшний день? Вопрос от новичка. У меня есть видео на канале на этот счет, посмотри. Там, в принципе, мнение особо не поменялось. Единственное, что роллеркоин я снимал вот в этом видеообзор, я, короче, решил протестировать на своей шкуре, можно ли там что-то заработать. Сейчас вам покажу немножко. Вот, мы победили, смотрите, вот нам дали, короче, награды. Вот теперь мне нужно изучать эти карточки, смотреть, что они дают. Вот этот чан какой-то интересный, я не знаю, что он дает. Изучать все это дело. Вот, в следующем уровне мне дадут уже вот эти карточки. Поэтому, если вы сюда заходите, просто качайтесь. Прокачивайтесь, зарабатывайте карточки, изучайте стратегии, и только потом покупайте платную NFT. Вы видите сами, что вот я какой-то токен здесь заработал, даже ничего сюда не вложив. Значит, роллеркоин. Вот у меня здесь есть какие-то майнинг установки. Постараюсь все это дело развить. Чтобы показать. Ну, допустим, давайте возьмем 2 месяца. Вот за 2 месяца каких результатов я смогу здесь добиться, посмотрим. И потом я запишу об этом видео, либо напишу пост в своем телеграм-канале, где я расскажу, что я покупал, сколько это принесло, и можно ли здесь за 2-3 месяца сделать такую ферму, допустим, чтобы она приносила, ну я не знаю, ну 50-100 долларов в месяц. Реально ли это? Вот так вот возьмем. Такую задачу поставим. Кто не смотрел видео, которое называется... Так, как оно называется? Вот, заработок без вложений, NFT игры. Посмотрите, я рассказывал про роллеркоин там. Там чуть более подробно. 2 недели назад я выкладывал это видео, там и ссылочки все есть. Короче, посмотрите и заинтересует, зайдете. Не заинтересует, пропустите. Но лишним это точно никогда не будет. Игры без вложений — это полезная вещь. Так, давайте быстренько отвечаю на ваши вопросы и побегу, потому что друзья меня уже ждут, наверное. На 15-м левеле у меня от нее голова болела. Весь день убил. NFT Gaming пишет. Ну слушай, но прям сидеть в нее... Не знаю, вот мне пока она не надоедает.
и хочется в нее играть постоянно. Есть такая привязанность какая-то. Какой фриколоды пройти пиратов? Блин, я не знаю. Ребят, вот такие вопросы задаете. Я еще не знаю. Я еще не такой спец по этой игре, чтобы что-то вам советовать. Подскажи, что может стать Савигочи. Ничего. Как на такой вопрос ответить? Либо хайп, либо дамп. Либо стагнация. Вот у тебя варианты. Выбирай любой. Главная проблема как это, надо тратить время, если бота не будет для Эра 7, как, например, Splinter Ends. Тут надо сидеть и отыгрывать по полной, чтобы попасть в рейтинг. Но это называется игра. А то, где мы не тратим время, где мы все ставим на бота, это называется инвестиция. Поэтому, если вы хотите играть, то вот игра. Если вы хотите инвестировать в NFT и в фармилки, то это совсем другое. Ну, я на стейкинге и на продаже карт зарабатывал около 50 баксов в день выходит. Это на Эра 7 пишет. Ну, вот человек пишет, что... Я не знаю, правда это или нет. Пишет, что зарабатывает $50 в день на Эра 7. Чтобы вы понимали, ребят, $50 в день, это... Вот у меня в стейкинге лежит... Сколько здесь? Сейчас 112 тысяч долларов. Вот у меня в день выходит $55. Ну, это 112 тысяч я вложил сюда, чтобы у меня такой доход был. А тут, ну, сколько вложить? Да даже если 1000 или 2000 долларов, да, и получать $50 в день, то это уже охрененно. Это уже, блин, сверхприбыль. Поэтому, ну, я не знаю, правда, сколько нужно будет вложить для такого дохода. Но об этом я узнаю и обязательно сниму видео, когда более детально разберусь в этой игре, достигну каких-то результатов, тогда уже поговорим про нее более подробно. Буду также, ну, делиться постами в Телеграме. Кто не подписан, кстати, на Телеграм-канал мой, подпишитесь, ссылочка есть в описании. Собственно, вот. На этом, наверное, будем закругляться, ребят. Спасибо большое, что смотрели. Значит, следующее видео я в Телеграм-канале сделаю опросик, в котором вы выберете, про что будет следующее видео. Либо это будет топ NFT проектов на телефон, либо топ антикризисных игр среди сферы NFT. Вот, вам нужно будет выбрать, и про это я, собственно, видео и сниму. Если не будет чего-то важного, если не выйдет какой-то серьезный проект интересный или что-то такое, естественно. Поэтому выбор за вами. Подписывайтесь на телеграм-канал, именно там будет этот опрос. Вы сможете принять участие, и, собственно, в нем я все это сделаю. Всем спасибо еще раз, что пришли. Всех обнимаю, всем хороших праздников, выходных, профита. Берегите свои криптопортфели, и все у вас будет хорошо.